Здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, полное восстановление духовным зрением. В данной теме я показывал, каким образом, используя управление, выраженное как духовное зрение, можно практически полностью восстанавливать структуру внешней реальности. Для этого нужно рассматривать структуру духа как структуру емкую, полную, так скажем, полноценную в плане реализации задачи личности. То есть, если человек смотрит, например, внутрь себя, да, рассматривает структуру именно духовного зрения, то он видит, что дух у него занимает полный объем, то есть заполняет изнутри. Да, вот есть такая позиция, просто точка зрения. И если эту позицию перенести во внешнюю реальность, то получается, внешняя реальность тоже обладает свойством заполненности или полноты. И получается, что в случае структур, связанных, например, с воскрешением, там, где нужно восстановить любую созидательную систему, мы можем перенести фактически свою внутреннюю позицию, внутреннее заполненное состояние духа во внешнюю реальность. Поэтому задачей управления здесь является переход из фактически вот этого внутреннего, освоенного состояния в структуру внешней системы управления. Поэтому здесь прежде всего нужно рассмотреть, что из себя представляет вот это, так называемое, наполненное состояние, да, это духовное зрение в этом понимании. Потому что в этом понимании, с точки зрения технологии вечного развития, вот это вот состояние, назовем опять же заполненное, да, я специально повторяю это выражение, чтобы даже заполнить словами, да, создать некую емкость в управлении. И дальше мы получаем структуру управления, что есть внутренняя микроструктура этого процесса, этого состояния. То есть в этом уровне процесс, состояние не отличается от, например, статики и от динамики. Вот если рассмотреть, предположим, восприятие Бога, когда он рассматривает движение, тогда вдуматься в то, что есть для Бога вообще движение, например. Ведь для него каждая величина равна. Получается, что параметр движения для Бога воспринимается как внутреннее состояние. То есть некое свойство материи, да, отраженное во внешней реальности. Для человека движение – это динамика в пространстве, времени, например. А для Бога это есть его чувственное состояние, в том числе, чувство Бога, да, например. Вот здесь мы переходим к тому, что выражение чувства Бога, то есть выраженная система управления чувственного уровня, становится понятной человеку, с точки зрения, может быть, некой экстраполяции, то есть человек понимает это, дословно, да, получается, что Бог и человек здесь понимают одновременно то чувственное состояние, например, когда создан человек. Вот здесь можно так объяснить это явление. Но человек понимает тогда, когда и как создан Бог, получается, как он себя создал. Вот здесь точка пересечения, если есть одна общая точка понимания, то мы можем понимать, получается, друг друга. Вот такой просто обычный вариант управления, да, понимания. Тогда получается, что вот это вот наполненное состояние, когда мы смотрим, например, на духовное действие Бога, на дух Бога, то внутренняя структуризация духа человека, внутреннее устройство, так скажем, да, например, рассмотрим микроструктуру духа. То есть такое вот, если ввести понятие, абстрактное, и мы считаем, что все-таки дух бесконечная величина, но мы решили детализировать и посмотреть микрозвенья, что вообще связывает буквально соседние элементы духа, вообще как он выглядит на уровне соседних элементов. Подошли как к обычной материи, например, да? И тогда, получается, что зрение Бога, то есть пересечение духовного воззрения Бога, вот он смотрит на то, что люди реализуют, да, в своей жизни, там, где есть и динамика, величина динамики, то есть задача совпадает со зрением и с действием Бога. Ведь в этой системе задача, то есть цель управления, это есть тоже духовное состояние тогда получается. И вот именно пересечение всех составляющих, где уже совпадает и задача Бога, и задача человека, это есть микрозерно такое в управлении. Предположим, если посмотреть на мир, почему существует такое понятие, как зерна растут, пшеница и так далее. Почему именно зерно? Существует такая форма, вообще говоря. Если рассмотреть, опять же, подойти несколько абстрагированно к внешней реальности и задать эти вопросы, то получается, что эта форма все-таки форма роста.
Значит, дух растет, получается, из точки, но мгновенно. Да? Это бесконечное состояние духа – это все-таки мгновенный рост, можно так воспринять ситуацию, как бы мгновенное распространение. Скорости, с одной стороны, нет, но есть движение. И вот от состояния, как бы зернистой, там, скажем так, от зерна духа, от центрального корня духа, где дух имеет не форму, но имеет там содержание духовное, объединение в действии, в отдаленном действии духа и человека. Действие духа сейчас в будущем совпадает с отдаленным действием, значит, например, духа Бога и человека. То есть дух Бога действует как бы дальше. Вот здесь мы можем через духовное зрение как бы проследить, увидеть, что из себя представляет дух Бога, где он вообще находится. И тогда мы начинаем видеть его движение. Вот мы перешли во внешнюю реальность. То есть переход во внешнюю реальность – это увидеть движение Духа Бога. И тогда получается, что духовное зрение Бога, значит, мы, например, видим, да, при совпадении мы имеем тогда полное восстановление, в принципе, любой системы. Для Бога, например, нет понятия, например, там, биологической смерти, нет понятия разрушения в его там, личном понимании, так как он не разрушен. И мы видим вот это его как бы истинное, да, то есть зрение, истинное воззрение, что он дает людям. Получается, что тогда понятно, мы просто находим, например, если мы таким методом работаем, то воскрешенного человека мы находим, потому что мы видим, где Дух Бога, например, его прикасается, где ставит перед ним задачи. Причем независимо от времени, потому что у Бога ведь все-таки понятие времени исключено, это его собственное производство. И даже понятие пространства, вообще говоря, тоже исключено из уровня как бы следственного управления, он же создатель пространства. То есть получается, что он находится вне системы, а следовательно там все существует всегда. Да? То есть вот система вечности, которую передает Бог. Мы уже отсюда переходим к структуре понимания вечности от Бога, конкретно там лично от Бога. Но дальше мы замечаем, что на самом деле у человека, вообще говоря, все это есть. В душе человека, так устроена душа человека, она так структурирована, что у нее все эти вообще функции, конкретно, ну как бы даже назовем, введем такой термин, можно ввести вполне как орган души, например. Да? Это выглядит как функция души в некоторых областях. Например, Бог при создании души создал ее в целом сразу, по своему образу и подобию, и там нет понятия как бы органического разделения, там в проекции есть физическое тело человека. Но когда мы рассматриваем, например, опять же, детализацию, мы хотим там все-таки узнать, как можно структуру души осознать в действии, чтобы мы имели системное восприятие. Ведь, например, всеобщее воскрешение – это системное восприятие. Всеобщее восстановление всей созидательной реальности – это тоже система. И это просто позиция, положение Бога в момент именно всеобщего мира, бесконечного. То есть это одновременно и будущее состояние, и начальное. Для Бога начальное состояние – это также и бесконечно будущее. И вот здесь мы видим движение материи от уровня как бы первичного управления, то есть из зерна некого микроструктуры мы видим движение, что есть передача знаний от Бога к человеку, то есть движение – это передача знаний, это некие знания. И вот здесь возникает уже реальный мир, так скажем, да, обычный физический, предположим, мир, там, чувственный мир и так далее. И мы видим рост структуры этого мира. Например, в социальных процессах нам нужно что-то преодолеть, да? Тогда, получается, мы должны рассмотреть все системы взаимодействия Бога и фактически всех людей, каждого отдельного человека. Более того, каждый там, отдельный какой-то системы, например, с точки зрения там, растения, окружающего мира, все, что существует, и причем на равных. Вот с точки зрения равности, как можно, в чем вообще равность отношения между человеком и там, внешней средой, да, окружающей действительностью. Предположим, там растет лес, он, там, мы знаем, там, дает, например, считается кислород и так далее. И тогда получается, что нам нужно рассматривать систему равности как систему как бы, все-таки духовного воззрения. Духовное зрение там, не позволяет там, уничтожить внешний мир. Да? Получается, что в задачах, например, кстати, вот, если мы говорим о задачах контртерроризма, то духовное зрение, свет духа, он не уничтожает никого, ни террористов, вообще никого позволяет тогда спастись. Это технология. Духовное зрение – это технология. И если мы берем эту технологию под контроль, мы можем, не уничтожая, развиваться бесконечно. Вот в задачах вечного развития как раз-таки
такая задача и есть. Это путь. Свет всегда находит путь. Да? Вот представьте, что мы имеем там, ну, какое-то замкнутое помещение, скажем, весь мир — это некое пространство, и вот там есть свет, духовный свет. Само состояние света — это бесконечная величина. То есть проникновение во внутреннюю структуру, мы сразу попадаем во внешнюю систему. То есть понятия замкнутости там нет. Вот духовное состояние человека — это его бесконечный мир, хотя человек имеет, например, как конкретную форму. И получается элемент самоорганизации вот, в вечной жизни, в вечном развитии, эти связи, ну, они как бы достаточно тонкие, ну, вроде бы как вот на восприятие и управление, на самом деле при небольшой работе, потому что это очень жесткая статика. Вот, духовное зрение имеет конкретную величину, исходящую из фактически, ну, как бы внутреннего центра тела человека, физического тела человека. И, ну, как некое зерно, растущее в бесконечный мир. Да? Сам человек — это есть источник такого же духовного зрения для других, как носитель знаний, там, действий и так далее. И тогда получается, что мы можем видеть систему управления таким образом, что если, например, мы делаем управление, идущее от себя по конкретной задаче, любой, ну, просто мы воспринимаем мир на уровне духовного зрения. То есть мы проецируем свое духовное зрение для того, чтобы внешний мир был бесконечный, то получается, что отраженная величина, она тоже бесконечна. Вот тоже та же задача. Если сделать луч бесконечным, например, света, да, значит, как бы мысленно даже протягивать, чтобы не заканчивался, то мы тем самым формируем свою собственную материю, получается. Например, луч света. Мы считаем, да, он бесконечный, но как ее вообще увидеть? Мы берем и кончик луча как бы тянем. Чтобы тянуть бесконечное время, мы же должны материю формировать. Вот элемент того, как Бог себя создавал. То есть практически система как бы вытягивания по задаче — это и есть система создания. Тогда возникает вопрос, какая вообще задача у Бога. Понятно, что вечное развитие, создание там, вечного мира — это понятно, потому что он сам, да, такой вечный, все должно быть вечным. А вот как он двигался дальше, как он двигал структуру своей собственной там, физической материи, вот эта вот величина. Это опять-таки духовная величина, духовное, ну, как бы собрание, духовное действие, то есть где Бог ставит перед собой ту задачу, которая перед ним возникает в момент действия. То есть он создает практически есть именно на уровне отдаленного духовного действия, как бы бесконечность. Бог создает управление так же, как создает человек. Вот перед человеком тоже, например, ну, какие-то элементы реальности, вот любое дело, да, он же понимает, что он его может сделать, но с другой стороны есть какие-то неопределенные величины, там, как будут выглядеть детали и так далее, как вообще будет там, складываться ситуация в мире, например. Да? И вот подобное действие хорошо, когда человек там прогностик, он знает, он там спокойно может работать, тем не менее при осваивании технологии прогностического, то есть точного управления, все равно стоит задача практического осуществления действия. И именно в бесконечном уровне Бог как раз-таки себе дает фактически уровень, ну, неких гарантий, что люди будут там вечно жить, что все системы будут обязательно вечно развиваться. И вот этот уровень как бы чувственный, там, эмоциональный, что ли, некий, в общем, выглядит как гарантии, да, идущие от Бога, это есть то, что Он делает так же, как делает человек. То есть в связи с этим получается, что в мире есть элементы, которые совершенно идентичны, то есть человеку в принципе получается очень просто научиться. В этом смысле самое простое, чему можно научиться, это вот вечному развитию, потому что Бог вечен, а следовательно научиться как раз таки проще всего. Почему тогда получается с точки зрения структуры управления, ну, некий диссонанс возникает, да? С одной стороны простота достаточно как бы понятна на уровне идеологии, а с другой стороны, значит, вот если задуматься над тем, что там одна система создает там подобную систему и одна бесконечную, то, конечно, свойства передаются как бы вообще, ну, без проблем, естественно передаются. Так вот, уровень передачи — это как раз свобода духовного состояния. С одной стороны, мы имеем абсолютно свободный там, бесконечный дух, мы занимаемся управлением, а с другой стороны, уровень свободы — это те знания, которые человек передает Богу. То есть духовное зрение, вот как аксиома, так скажем, должно включать знания, которые передаются Богу. Насколько человек вообще знает и понимает мир, насколько он там, чувствует или там, воспринимает
внутренние связи. Вот я ввел такое понятие, как, например, эмоции Бога, да, только что там чувственный уровень. И вот пересечение структуры управления на человеческом уровне, там чувственный контекст управления. Там простой вопрос, может ли у Бога вызвать те же самые чувства, какое-то событие, как у человека? Ну, естественно, может, да? Более того, он же создатель чувств, то есть в этом разница только в свободе восприятия и в свободе выражения. Создатель собственного чувства, человек там уже дальше сам. То есть структура действия у человека превращается в то, что ему достаточно сделать хотя бы одно движение самостоятельно, он может все делать самостоятельно. Мир – это же совершенно свободная величина. И вот здесь получается, что, ну, понятно, почему тогда создан дух, да, что именно объединение в структуре свободы на уровне абсолютной свободы, свободных величин, дает четкую там концепцию, например, бесконечного вечного развития физической материи, то есть какой-то конкретной величины. Таким образом, духовное зрение вкладывает именно элемент полноты, как бы вот ощущения, восприятия, идущие от духа, где дух выражен в том числе, например, там четкой границы восприятия. То есть мы имеем восприятие, например, там конкретную систему, ну, в виде определенной, в принципе, как бы границы даже, да, мы можем считать, что вот мы волну восприятия рассматриваем на таком каком-то уровне. И получается, что как волна, ну, то есть как некая так полупрозрачная сфера, например, да, выглядит. Мы считаем, вот берем и смотрим, что вот здесь вот волна восприятия. Дальше в эту волну восприятия попадает там все внешнее изображение, внутренняя структура. И идущая от восприятия система, как бы отраженная система, лучевая даже, она организовывает в том числе внешнюю реальность. То есть граница восприятия, где восприятие более общее понятие, чем, например, просто ну, действие, духовное восприятие, это и структура души человека, и структура мышления. Значит, а духовное зрение, я все-таки говорил именно о действии духа. Это оптика духа, имеет такой серебристый, там емкий цвет, так можно выразиться, именно данные объемы. А восприятие — это граничная система, как бы между элементом некой условной даже системы внешней и внутренней. И вот мы рассматриваем только взаимодействие между ними. И когда мы рассматриваем это взаимодействие, можно увидеть, что действия души человека, вот внутреннее состояние, внутреннее устройство, да, или, так скажем, органы души человека, они как бы репродуцируют, то есть самовозрождаются, самоорганизовываются точно так, как Бог изначально поставил в задачи организации мира. То есть, значит, душа цельная, да, неделимая, но вот внутренние структуры выглядят как задачи. То есть органы, например, души, органы, то есть какие-то функции души, это есть решение будущих вопросов вместе с ответами на решение. То есть получается, что в душе существует, ну, практически вся информация, и выявленные как бы раздельные системы — это то, что выглядит в виде событий и решения этих событий. То есть мы приходим к тому, что есть изначальный дух, изначальный уровень души и даже физического тела человека, где все вопросы решены, и эта система, как бы, да, вот совокупная личности находится вне там пространства и вне времени, а все внешние системы проявления в виде событий там, и так далее, это есть то, что человек делает изначально. Но в какой-то начальной точке он это делает вместе с Богом. И получается, что его личные события — это есть то действие, которое он, находясь в бесконечном состоянии, да, в структуре вечности жизни, например, и даже, вот, скажем, в структуре абсолютно реальной вечной жизни, это состояние, поняв которое, человек четко находится в системе вечного развития. То есть в этот момент он вечен, в этот момент, например, там, технологии воскрешения могут быть практически мгновенные и так далее. То есть и здесь, особенно вот в структуре всеобщего воскрешения, возможность практически мгновенного воскрешения от каждого человека — это как необходимая величина. Тогда получается, что элемент, например, встречи — это элемент просто естественного состояния, когда все живы. То есть там понятие встречи не является вопросом в бесконечном времени и приближается в ту точку, где человек хочет. Например, от чего возникает средство связи, например, коммуникации в таком виде, в котором они существуют сейчас, да? Вот, ну, например, мы рассмотрим там техногенный принцип развития человечества.
Но ведь структура всеобщего воскрешения это же и всеобщая информация, нужно об этом факте знать, поэтому, например, целесообразнее, например, там, сотовая связь. Да? Вот, то есть, если складывать структуру задачи Бога и структуру развития человечества, все совпадает, то есть нету того, чтобы не совпадало с действием Бога. Именно всеобщность информации. Любой элемент развития ведет к структуре именно вечной жизни и вечного развития. Чем более сконцентрированная, более, предположим, цельная информация, тем точнее идет развитие с точки зрения именно божественного пути. Таким образом, мы пришли к тому, что уровень перехода во внешнюю систему – это как внутренний, да, духовный уровень, так и уровень, идущий от, например, там, границы восприятия, от восприятия внутреннего уровня души человека, от устройства даже, да, так скажем, от значит, ну, как бы действия, направленного на то, чтобы рассмотреть так, микроструктуру, так скажем, духа, соединить соседние элементы. То есть мы же только сделали действие и получили некие следствия, мы даже не стали углубляться. То есть вот я специально некоторые понятия показываю на уровне где-то концепции, на уровне того, что начало действия приводит к нужной величине. Стоит только постараться выйти в микроструктуру духа, мы попадаем во всю структуру реальности на уровне очень высоких скоростей и так далее. То есть я не занимаюсь детализацией, потому что задача получить полное внешнее управление за счет осмысления элемента, да, действия. То есть фактически я привел к обычному, ну, в общем-то, бытовому понятию, так скажем, восприятия человека в конечном итоге, где в этом восприятии находится, ну, вкратце, то, что я сказал, конечно, я сказал только о некоторой части этой точки зрения, но, тем не менее, в этой части мы обладаем механизмом уже полной, например, системы восстановления какого-либо объекта информации, ну, включая там воскрешение, например, человека, включая восстановление любой сознательной системы и так далее, потому что эта ситуация такая, что здесь полнота действия, основанная на том, что есть разность действий, то есть разные системы действий, разные системы взаимодействия, и мы можем вполне учитывать, что они обладают какими-то свойствами. И вот здесь уже мы вполне можем вводить свои собственные свойства, что и делает всегда человек. Это чувственный уровень, эмоциональный уровень действия и так далее. Только лишь стоит ввести сюда понятие того, как, например, человек должен осмысливать сам какое-то действие, то есть каким образом он должен, например, рассматривать такие понятия, как эмоциональный уровень Бога, например, как вообще понимать структуру мышления Бога на обычном уровне, в обычной жизни, ну то есть в обычном состоянии. Вот человеку нужно понять и сделать то, что делает, например, Бог, да, с точки зрения воскрешения человека, с точки зрения вечного развития, а он при этом чем-то занимается человек, он занимается обычной жизнью, у него обычные дела. Он в этом обычном состоянии должен технологически делать то же самое. То есть тоже должен вечно жить, уметь воскрешать и так далее. И получается, что задача управления в данном случае при духовном зрении увидеть такое же зрение у других, как бы коллективное управление тоже важно. Что делают другие, то есть мгновенная передача информации. Кто-то достиг управления, получается, он имеет очень хороший статус практически, ну, там, одновременного действия. И если мы, например, имеем управление, направленное на то, что управление бесконечно, то есть мы действуем бесконечно, происходят какие-то движения, которые формируют структуру внешней среды, то есть разовые какие-то элементы внешнего управления, связанные со свободой деятельности там, внешних элементов реальности, то формирование внешнего мира имеет именно тот статус, что полная как бы, вот, свобода действия, то есть бесконечная величина действия, она обусловлена тем, что мы имеем статус происходящего как статус, выраженный в наличии там, элемента произвольной, то есть свободной величины. И мы видим обратное образование духовной системы. Вот, например, чем отличается там, ну, на машинный какой-то уровень, там машина, да, где все формы жесткие, и, например, если рассмотреть, как идет восприятие, вообще элемент реакции машины на внешнюю среду, это тоже линейные процессы, отраженные в структуре ткани машины, там металл, предположим, и все. У человека может все мгновенно видоизмениться, и он имеет совершенно другую систему. То есть на фоне совершенно как бы одной системы управления, то есть мы начинаем на духовном уровне управлять, все идет нормально, хорошо, все складывается бесконечно,
И при этом статус бесконечности выражается элементарным действием физической реальности. Человек что-то сделал, да? Что-то произошло то, что не входит в концепцию там, линейного понятия управления. Вот в этом и есть аспект духовного действия, что могут происходить события, которые как бы не имеют логических основ, казалось бы, там, не имеют никаких причинно-следственных основ и так далее. Тогда мы начинаем попадать в структуру именно истинной реальности. Вот, например, Бог себя самого создал. Какая вообще была причинно-следственная конструкция в этом вопросе, если вот задуматься? То есть, как он вообще там, что он обосновал? Ведь его следующее обоснование – это есть его собственное воспроизводство, собственное мышление. Тогда мы попадаем в структуру именно реальной позиции этого мира. Например, там мы находимся в этом зале, это есть абсолютное состояние, ну, так скажем, мира в том числе, да, так же, как состояние одного человека. И тогда мы начинаем видеть все связи этого зала, то есть все связи человека, когда мы это понимаем. Тогда человек начинает обладать управляющим ясновидением, потому что он находится как бы в центре управления внутри себя, именно вот в этом неком там зерне духовного зрения. То есть духовное зрение бесконечно, видно все вокруг. Например, там можно не смотреть глазами, видеть, что там сзади происходит и везде, да? То есть просто обычное зрение, где все видно так же, как глазами. Тогда возникает переход, предположим, в восприятии, как нужно сделать, чтобы элемент восприятия, например, был такой, что мы могли видеть технологию именно перехода. Вот почему здесь очень важно как бы синхронизировать. Когда человек видит зрением, это все-таки наиболее привычно, понятно и достоверно, да, считается. Вот именно таким уровнем духовного видения, например, там нужно посмотреть вокруг в объемном варианте, тогда получается, что мы можем здесь, например, иметь, то есть как вот соединить зрение известное, ну, к которому человек привык, с зрением духовным, потому что в системе восстановления именно ведь речь о том, что при таком зрении вся внешняя система мира, да, все, что воспринимает человек, становится вечным. Вот именно технологически вы вводите в структуру внешнего мира вечное развитие, идущее от вечного состояния вашего духа. Тогда получается, что должны быть четкие системы связей. Например, там человек смотрит на какой-то объект информации, в духовном зрении он должен выглядеть точно так же. А вот одно дело осознать, например, там всю местность, вот этот зал, там рассматривать все прилегающие местности и увидеть все одновременно, другое дело смотреть зрением. То есть зрение физически как бы расширяется, получается. То есть мы как бы мысленно, что ли, расширяем физическое зрение. Хотя на самом деле при выходе в управление получается, что оно расширяется за счет управления. Например, в авиационной практике я часто применяю такой прием, беру и смотрю на все поле авиационное, там, сколько бы самолетов не было, там, их, например, там, десятки. Я беру, там, предположим, вижу все сразу. Да? Или какой-то регион взять и постараться увидеть все сразу. Вот элемент увидеть все сразу, в какой точке, как вообще это получается, да, это понятие, ведь зрение такое количество информации не обрабатывает у человека. На уровне физического зрения человек должен увидеть что-то конкретное здесь. Тогда, получается, он должен как бы не увидеть чего-то конкретного, но понять, да? То есть при приближении к объекту информации он должен понять на определенном духовном уровне, что происходит с регионом. И вот отсюда есть одна из причин организации Бога так. В его личном действии он приходит к уровню, где не выявлена система реальности. То есть, с одной стороны, он образовывает всю реальность, с другой стороны, он ставит позицию, где система реальности не выявлена. То есть, там как бы ничего нет, да, считается, там вакуум, пространство, там не создано. Если считать, что вакуум это относится к структуре там, отсутствия там, плотной материи, и, например, мы считаем, что структура реальности как бы разрежена. Хотя есть другая точка зрения, это одна из видов материи и обладает определенными функциями. Ну, в принципе, уравненными такими же, как, например, другая любая материя. Поэтому мы говорим о том, что Бог как бы специально вводит систему отсутствия какой-либо величины. Значит, раз такая функция у Бога есть, мы это обнаружили сейчас, да, при приближении Его действия, то получается у Него есть функция отсутствия, например, смерти. Мы ее логически, эту функцию вычислили, как бы обнаружили, увидели, давайте применим, сделаем то же самое, отсутствие смерти, отсутствие системы разрушения.
тогда получается, при приближении к любому событию мы разрушения не находим. При развитии такого зрения в любую ситуацию мы не обнаруживаем, что существует, например, смерть. Значит, и тогда получается при овладевании, да, овладении, так скажем, такими технологиями, вот два смысла слова, разная транскрипция, по-разному сказано, овладевание, они подходят. Слово имеет расширение на звук А, да, первый звук, например, алфавит. Тогда получается, что если мы имеем управление такого типа, то мы видим то, как тогда должны складываться слова, вообще как должна выглядеть, предположим, там, статья в прессе, да? Как должно выглядеть там телевидение, какие должны быть передачи, которые направляют вот на это именно бесконечное развитие. То есть получаем целый там симптомы комплекс, там, симптоматика, то есть внешняя реакция и комплекс реакции отражения, что должно быть. То есть целый механизм знаний, основанный на том, что мы работаем как бы все время на некой внешней величине, на величине, которую даже нельзя обнаружить. Ведь Бог мыслит и работает часто так же. Величина, которая не обнаруживается к внешним наблюдениям, как бы, да, вот как понять, он создатель всего, как можно обнаружить его первичное действие, каждое действие следующее, то есть мы часто находимся в такой, получается, да, ситуации. Но, получается, Бог тоже должен себе создать какую-то ситуацию, которая, значит, выглядит подобно. Получается, он вводит структуру некой случайной величины и воспринимает это так, как воспринимают люди, то есть принимает точку зрения людей. И тогда получается, что у него все так же сходится. То есть он через эту случайную величину начинает регулировать процессы в мире таким образом, чтобы человек научился это делать сам. Тогда совершенно понятно становится, что, например, действие, идущее у человека, очень нужно Богу. То есть он в этом также, в принципе, заинтересован во многом, например, с точки зрения бесконечного развития, так же, как в своих там, собственных действиях, чтобы они были идентичны. Потому что это получается, что задача, идущая как бы от Бога и от человека по отношению, ну, как бы к внешней величине. Как мы сказали, внешняя величина – это может быть неопределенная величина, там, есть, где есть действие, начальное действие Бога, но оно как бы не визуализируется, мы не можем, да, определить его место в пространстве. Мы его видим, но место не определено. Так вот, можно воспринять эту структуру только своей физической материи, кстати. То есть свойства физической материи, почему вот она еще должна быть вечной, это совершенно точно координатная система, которая определена как сама собой, это материя, потому что она находится в каком-то месте. Значит, и одновременно она является средством индикации, то есть восприятия, то есть система вечности, идущая через духовную структуру, и проходящая вот эта система через физическую материю формирует саму материю. То есть, например, если мы захотим, а мы можем хотеть, когда занимаемся технологиями вечного развития, а во многих случаях это нужно делать просто как технологически там, для спасения людей, рассмотрим, как дух вечный, проходя через физическую материю, формирует ее вечную, то есть вот он там соприкасается, то мы имеем постоянный, бесконечный механизм воспроизводства собственной физической материи. Фактически даже не воспроизводство, а просто нормирование в статусе вечности. И возникает тогда элемент такой. Вот есть зерно духа, да, идущее из вас, уровень такого яркого, ну, такого полного серебристого свечения, серебристо-белого, так скажем. Это есть то, что действует на внешний мир, о чем мы говорили. И то, что идущий внешний уровень духа, так как бы внешнего мира, уровень духовный, вот, ну, в древних там племенах были там духовные системы восприятия, там дух леса и так далее, да, вот они воспринимали эти, ну, как бы элементы оптики. Значит, и получается, что идущие внешние системы, как только мы видим действие Бога, и они совпадают, то есть мы видим организацию этих систем, то идущий элемент, проходя через нашу физическую материю, делая ее в точках соприкосновения вечной, именно технологически вся внешняя информация, получается, соприкасаясь с телом человека, там, соприкасаясь с вами, делает вечны ваши тела. И дальше вечность распространяется естественно, то есть как бы монолитно, так же, как устроена личность, едино. Вечное тело создает вечную реальность естественно. Не потому, что нам нужно ее там трогать пальцами и смотреть там дерево, как оно вечное или что с ним происходит, а потому что, значит, все естественно, оно вечно, потому что ваш дух вечный, и вы видите механизмы как бы создания, самого создания.
То есть первичное состояние Бога фактически. И вот когда вы начинаете в это состояние там входить, понимать его, то тогда вся существующая реальность мгновенно как бы становится вечной, происходят процессы полного восстановления, и как бы ничего не меняется. Вот просто на уровне восприятия, как будто бы ничего не изменилось. Вот я сейчас предлагаю сделать нужно такое управление, с учетом сказанного сейчас, и постараться добиться своих вот всех целей. Их нужно, особенно при полном восстановлении, все равно мы добьемся. То есть нужно сделать это таким вот действием, как не изменив существующей реальности, ну как бы вообще никак. Потому что дух — это изначальный уровень реальности, в точке начального состояния Бога. Я поработаю вместе с вами. А когда вы таким образом работаете, старайтесь делать так, чтобы уровень, ну, вот этих достаточно все-таки должен быть четких таких понятий, что есть величина неопределенная для Бога. Бог, работая в неопределенной величине, всегда создает, Он дает только жизнь, там, счастье, свободу, бесконечное развитие. То есть любое производное этого действия — это созидательная, ну, какая-то константа, да, концепция, константа, все одновременно, и понятие, и действие. И есть другие, конечно, понятия, где не существует реальность, потому что, например, там система какого-то, предположим, разрушения, да, в действии, то есть, например, вот именно элемент нужно исключать возможного разрушения, отсутствие информации или деструкция — это совсем другое понятие. И за счет того, что мы работаем на уровне макросозидания, мы можем тогда уже отсечь, например, там, само понятие смерти человека, само понятие неких случайных хаотичных событий при фоне том, что любое событие благоприятное возможно, то, чего хочет человек созидательно. Значит, именно исключив возможность деструкции как таковой, мы начинаем обнаруживать возможность приближения некой проблемы заранее тогда. Система точной прогностики действия в момент действия. И как только мы выходим в структуру такого плана духовного управления, что мы, например, имеем уровень, так скажем, бесконечного развития такой, что мы рассматриваем систему так, что нам нужно выделить некие системы прогнозные, да, которые, возможно, там, деструктивные, выделить их заранее, не дать им возможность реализоваться в деструктивном плане, мы должны действовать так же, как действует Бог изначально, в точке первичного создания. Например, вот сейчас вы делали практику и старались, не изменив там внешний мир, привести в вечное положение, и получилось так, что с точки зрения логики, естественно, есть элемент того, что это получилось. Мир существует, он развивается. Чтобы доказать, что это будет вечно, мы должны технологически учитывать уровень управления при наличии как бы любой случайности. То есть человек должен освоить технику, когда он гарантирует контроль за любой неблагоприятной случайностью. Вот то, что как бы, ну, в перечень каких-то других благоприятных, это, может, даже не нуждается в контроле. А вот здесь вот возникает элемент, с одной стороны, нужно, например, значит, не дать случайности произойти, ну, то есть не визуализировать. Опять помогает здесь технология действия Бога, когда элемент как бы не видим, да, управлением. И с другой стороны, контроль или, скажем, развитие этих благоприятных случайностей, то, что вообще, ну, как событие жизни или просто даже как задача жизни, это есть то, что на втором уровне Бог перед собой поставил в качестве задачи самосоздания, его личные задачи развития. То есть он же на каком-то уровне задачи все-таки изначально поставил, он их создал как бы будущим временем. Значит, мы приходим
к структуре того, что будущее время – это совершенно определенная величина, содержащая совершенно четко выявленные события, но имеющие как бы вариантность. Да? То есть получается, что будущее время содержит большее количество событий, значит, количество построенных величин гораздо больше. С одной стороны, будущее как бы считается там, малоопределенным, ну, для тех, может быть, кто не очень прогностические возможности развил, да, по ряду причин, не хочет или больше созерцает внутреннее состояние, за счет внутреннего отражения понимает духовно. То есть прогностика тоже как бы пожелание человека. Хочет он этим занимается, хочет, например, не занимается. Но ведь для технологического уровня и на обеспечения там, всеобщей реальности бесконечного развития точно должно быть известно будущее. И вот эта вот проекция внутреннего состояния духовного зрения во внешнюю реальность в данной системе, это то, что требует понимания устройства вот этого фрагмента будущего времени. Там все должно быть гораздо точнее, гораздо как бы детализированнее даже, для того, чтобы произошло какое-то одно событие. Его же надо как бы построить все-таки на уровне, ну, так скажем, обычной концепции, которая существует в восприятии. Чтобы что-либо построить, нужно сначала там какой-то, например, там строительный материал и так далее, создать элементы, рассчитать. И вот это фактически кропотливая такая работа все время происходит в будущем. То есть Бог, создав вот эту вот структуру управления, получается, что с точки зрения универсальности материи создал элемент, где человек имеет право бесконечного, причем выбора, ну совершенно бесконечного получается, с точки зрения любого уровня мышления. Тогда как можно создать столько вариантов управления? Я имею в виду, что бесконечно не только на физическом действии, куда-то там человек может поехать или пойти, он может промыслить любую величину. И вот когда мы начинаем идти через макросознательный обязательно уровень мышления и управления, мы видим, что вот именно обратный сигнал, он формируется в точке пересечения, например, там, созидательного импульса человека, с точки зрения там, макромышления, на уровень его собственного познания, собственной величины, то есть внутреннее состояние, внутренняя организация материи. То есть мы приходим к тому, что духовное зрение, связанное, например, с мышлением, организовывает вечное физическое тело. Нужно только правильно расположить именно духовный уровень в структуре мысли. Мысль, приходящая к вам, например, проходит через такой вот бесконечный дух. То есть это уже не просто там вы во внешнюю реальность сделали управление, и от того, что там, причем чувственная реальность, не только там физическая, вообще любая, от того, что вот элемент внешней реальности, какой-либо объект информации, скажем, информация как таковая становится вечной, вы становитесь вечным. Но здесь вопрос в другом, здесь вопрос в том, что именно в мышлении уже можно, не выходя в структуру внешнего управления, становиться человеку вечным, потому что он правильно как бы складывает мысль и дух человека в движении к себе. То есть обратное действие мысли, обратное свойство мысли. Например, там, вот, там понятие кармы и так далее, то есть что существует из действия. Да? И когда мы начинаем этот уровень исследовать на уровне там, макроспасения, у меня, например, вот карма спасения, где есть для спасения можно мгновенно сделать управление, например, там, чтобы не было какой-то глобальной проблемы, и при этом не должно иметь значения там, то, что существовало до этого момента, надо обязательно спасти, да, то есть умение преодолеть любую ситуацию. Вот этот вот уровень как бы профильтровки информации к вам в действии, способность действия, что была такая, что вы обязательно осуществляете это макроуправление, да, там макроспасение или макросозидание. Вот этот вот уровень, он как раз таки позволяет видеть, что вот это вот зерно духа, откуда дух произрастает внутри физического тела, может находиться в реальном времени при том же совершенно состоянии во внешней системе событий. То есть это некий фильтр такой, да, или как бы шлюз, но это условно, это просто как зерно некой истины, там, которая, как вот духовное воззрение, существует в этих событиях. Ну, на оптике это выглядит так, вот идет оптическая фаза событий, вот идет переток мышления к вам, и здесь вот это зерно появляется. Оно не отличается от того, что у вас внутри, то есть ваше внутреннее зерно духа, да, но при этом ваше духовное, так скажем, зерно становится шире, бесконечнее, сразу становится и бесконечным, и одновременно находящимся в теле человека.
А там оно находится в бесконечно удаленном уровне. То есть появляется подобная система. Бог создал человека, человек может создать совершенно подобную духовную систему. Но раз получается, что на уровне духа человек такое зерно может создать в событийном уровне, значит, он может также поставить задачи, как Бог ставит перед человеком, и увидеть тогда систему собственного создания, собственных знаний. То есть человек тогда где должен, например, брать знания о собственном создании, о собственном уровне действий. Просто вот знания, ну, скажем, фундаментальные, технологические знания. Вообще, например, там, не зависящие от цели. Просто человеку нужно разобраться в ситуации, он должен четко понимать фундаментальный механизм состояния организма, да, его самого, вообще реальности. Такая простая задача. Вот перед тем, как что-то делать, нужно сначала осознать, что происходит. Как бы в определенной, ну, здесь даже речь не идет о том, что такое выражение, как в полной мере, здесь, в общем-то, не подходит, потому что каждое управление – это все-таки точка зрения. Управление делается на опорных системах текущего уровня управления или методологии. Но, тем не менее, именно полнота с точки зрения обязательности решения в вечном развитии. И вот когда мы начинаем такое именно действие делать, мы видим, что вот эти вот зерна, да, истины, духовного поиска, так скажем, там, где, слава Богу, ставит перед собой задачи и решает их, или не обозначая, или обозначая перед людьми. Здесь мы видим, что таких зерен духа, их бесконечное количество во внешней реальности. То есть получается, что дух начинает воспринимать свой бесконечный статус и воспринимать, что все это идет к нему. То есть огромное количество его собственной информации, причем на уровне, выглядит прям как зерна, и небольшое даже такое золотистое сначала свечение начинается. Следовательно, все очень просто. Любой другой человек обладает фактически такой же возможностью вечного развития. Потому что состояние духа в этой системе, ну, как бы информационной среды, означает духовное действие других людей. То есть мы понимаем, что происходит. Так же, как вот я сказал, посмотреть на регион и понять, не выявив структуру в детализации. Нам не надо конкретно там какой-то лист каждого растения смотреть. Мы понимаем, да, на каком-то уровне духовного действия. Тогда получается, что если уж тем более мы говорим о человеке, а не о защите там, одного растения, хотя для Бога часто задача едина, защита всей именно созидательной реальности, но в первую очередь все-таки человека, потому что именно человек по образу и подобию создан, то получается, что мы можем вот эту первую очередь вывести на то, что человек должен защищать тогда все другое. Бог дает знания, человек может делать сам дальше. Тогда получается, исходя из этого, первичный уровень получения знаний о Боге, например, там, в церкви, в мечетях, вот, ну, в тех уровнях, где ортодоксальная система религии, или просто при искреннем внутреннем обращении человека, или там, в методологиях концентрации, там, просто в системе познания, уровень обращения такой, что воспринимается именно бесконечная составляющая, все бесконечное, и соотношение, скажем, с Богом, отношение к Богу, это есть бесконечно быстрое действие от человека, направленное к Богу, поэтому он общается как бы даже, иногда в первую очередь там, самим собой на определенном уровне доступа, да, сначала смотрит свои задачи, потом уже напрямую к Богу идет его мысль, посыл, то есть уровень личного состояния – это как бы некое такое внутреннее, что ли, самодиагностическое действие, где структура, например, внутреннего уровня, любой элемент внешней реальности говорит о вашем состоянии. И вот когда вы к этому приходите, то, естественно, первичное состояние Бога вам известно. Все внешнее состояние, вся внешняя реальность – это первичное состояние Бога. То есть для него это все знакомо. То есть ощущение знакомости действия, то есть все известно. Не на уровне уже даже духа, да, души человека, а на уровне логики, на уровне восприятия. То есть тонкий как бы такой уровень восприятия, который не визуализируется, проходит структуру сердца человека, и человек воспринимает сердцем, например, да? Он понимает. Сердце работает, например, как разум, как мозг.
на уровне логики процесса. И когда вы начинаете, ну, так принято считать, что, например, там работает мозг, отвечает за какие-то процессы там, и так далее, да? Там сердце, функции каких-то органов известны как бы биологические. Но когда вы начинаете видеть, что другой орган работает на уровне функций, как, в общем, ну, как бы даже любой другой, ну, уже там в экстраполяции, то мы получаем, что элемент самосоздания Богом себя в элементе, как бы вот, что ли, проекционном, он, в принципе, опять достаточно прост. У него в определенной точке все соединено под задачу всей реальности, включая самого себя. Тогда понятно, что проекционная часть делает его вечным. То есть в любом событии он видит статус своей вечности. Вот мы в эту же структуру войдем, так же, как я сказал, выявляется структура духа во внешнем событии. Такой же путь, через духовное опять зрение. Ведь детализация духа – это тоже духовное зрение. Умение рассмотреть действие духа, как бы рассредоточить на уровне первичных понятий, там, следующих – это все-таки зрение. Мы же решаем совершенно очевидные, совершенно там, прагматические задачи в обычной жизни. Кроме того, что их надо решать значит, ну, просто как бы социально, вот именно решение духовное позволит сделать вечным мир просто. И тогда получается, что от того, что там ученик, там, работающий по моему учению, становится вечным, а в определенных ситуациях управления он и есть вечный, если он там не выходит, да, с этого управления, то это просто абсолютная гарантия, там, ну, скажем, 100%, как можно здесь выразиться, полная гарантия, что в этот момент он вечный. Вот как только он получает структуру выхода в структуру как бы такого управления, начинает понимать, с чем связаны такие состояния, здесь возникает необходимость перехода, чтобы любое другое состояние, именно состояние, тоже было вечным и не зависело от состояния как такового. Вот Бог, создавший структуры реальности, он же не может зависеть от состояния там, ну как бы даже, скажем, можно так выразить, там, самого себя, можно так выразиться. То есть он должен быть, получается, с точки зрения управления всегда вечным, что бы ни происходило в этом мире, да, или там в нем самом. То есть получается, что структура вечности – это структура, ну, она настолько универсальная, что система вот этих первичных событий, там, зерна духа, души, действия, да, и первичный уровень души, все элементы личности – это уровень, который на самом деле базируется на системе вечности. То есть опорная точка всех явлений – это вечность. Ну, вот к этому мы сейчас как бы аналитически во многом пришли, через там, духовное зрение в том числе. И получается, что значит, когда сама природа, то есть строительный материал, получается, это вечность, то получается, ну я так образно сказал, конечно, то получается, что почему тогда все-таки происходит явление, как их, в общем-то, предотвратить с точки зрения, ну, негативных, что ли, явлений, какие-то процессы. И я считаю, что управление должно быть таким, чтобы, ну, там, предположим, профилактика каких-то систем там, внешней реальности, обычных там, социальных систем, было сделано так в управлении, чтобы непосредственно там, отдаленные какие-то события попадали в структуру все-таки полного контроля. Когда мы, например, какие-то события начинаем рассматривать как структуру внешнего зрения, да, зрения Бога, например, внешнего действия Бога, или там внешних событий, надо понимать, что у Бога не может быть отрицательных событий по отношению к вам. То есть его истинное действие всегда созидательно, там, макросозидательно. И, конечно, в личностном аспекте именно созидательно. А личностный аспект – то, что вы сами хотите, именно в вечном бесконечном развитии. То есть выявление цели собственного вечного бесконечного развития. Например, там, человек где-то отдыхает, у него есть время, и он значит, решил посмотреть ну, значит, на какие-то там будущие события, которые каким-то образом, например, он воспринимает в виде некого ощущения, да? Ну, благоприятные события, там, человеку может быть приятно, он воспринимает какие-то приятные как бы сигналы. Так вот, это вот такая ну, фоновая какая-то величина, выглядит беловатым таким цветом, рассеянным уровнем. Это есть уровень, где дух работает за человека, будущие события постоянно строятся в позитивном для человека направлении. Человеку только следует распознать
работу собственного духа, там, где дух фактически как бы коррелируется, совпадает с действием Духа Бога. И вот здесь вот получается, что все внешние события, которые существуют, например, да, в бесконечном будущем, они, значит, таким образом построены в управлении, что мы получаем нужную величину в тот момент, когда мы действуем и получаем как бы задачу данной величины. Вот еще зачем Бог сделал случайное событие, да, человеку? Чтобы была задача действия, которая должна возникать от того, что человек что-то делает, ну некое там, можно назвать как сопротивление даже, или просто там, ресурс, труд, который надо приложить, даже не сопротивление, если. И тогда возникает вот здесь вот уровень, в общем-то, понимания Бога, почему, значит, такая реальность происходит. Ведь потому что, во-первых, он свободен, значит, он должен был создать в духовном действии, в духовном зрении некое подобие сопротивления. Вот с точки зрения Бога у него же сопротивления, получается, нет. Вот, с точки зрения логики, он создатель всего, в том числе понятие сопротивления действию. Или там познания. То получается, что чтобы было как у человека, он должен для себя создать систему бесконечности, где есть любое действие, то, которое, например, означает как систему там, труда или преодоления. Получается, что если мы, например, исходим из этого, то человек может войти в эту концепцию и без сопротивления достичь очень, ну, в общем-то, существенного управления, иногда совершенно фундаментального, не затрачивая структуру какой-то там силы, что ли, там, дополнительной силы, или вообще не пользуясь там, понятием там, силы. То есть дух свободный, бесконечный, и он действующий, он делающий. Да? Зрение духовное – это именно зрение, так же, как воспринимают глаза. То есть на определенном уровне мы видим, что это зрение можно совершенно четко открывать, то есть видеть абсолютно все. В принципе, это один из элементов достаточно, ну, я считаю, мощного управляющего ясновидения, причем такого, которое дает точные координаты, и такого ясновидения, где мы можем видеть детализацию будущих событий, как они строятся, можем видеть цели, задачи Бога, действие становится более понятным. Если вот, например, присмотреться к другому человеку, ну, совершенно понятно, что есть какие-то действия, он что-то делает, но мы же ведь во внутренний мир не входим, да? Часто, если даже там какая-то беседа, там есть определенные рамки, что человек либо сам говорит, либо это некая скрытая составляющая. То, что макросозидательно, может быть только его личным. Тогда получается вот элемент, уровень как бы действия, то есть взаимодействия, взаимоотношения, да? Мы видим этот элемент таким образом, что исходя из задачи, из той, ну, которая стоит перед нами, мы можем эту задачу выводить в момент обнаружения действия. То есть Бог, получается, сам предварительно создав людей, или там одновременно создав людей, вместе с собой причем, Он создал себе действие. То есть то действие, вот, которым ему, Богу, нужно заниматься в этот момент. Тогда, если, предположим, задуматься, а какая вообще тогда разница между Богом и человеку надо заниматься, и Богу надо заниматься, в принципе, как бы вообще одним и тем же, часто, с точки зрения там, передачи информации, получается, что задача в передаче и восприятии, да? Но люди тоже так делают, как я сказал, ведь совершенно не обязательно, что кто-то там полностью раскрывается, есть люди, которые там хранят какие-то личные, ну, созидательные, ну, тайны, например, да? Получается, вот передача информации может быть там полной, может быть там целевой, это всем понятно, вопрос только в том, что их же специфика действия тоже совпадает с тем, что делает Бог. Ну что там, понятие тайны, может быть, это неопределенная искомая величина. Там. С точки зрения технологии спасения, я всегда говорю, как можно больше надо спасать, раздавать знания и так далее. Но есть какие-то личные действия, на которые, может, человек не хочет отвлекать даже других. И вот природное свойство этой, ну, как бы неизвестной величины, то, что человек хранит в виде действия, в виде собственного действия, вот он там может быть где-то один какое-то время, и это есть его личное действие, никто, например, об этом не знает, но его никто и не будет заставлять об этом говорить, да? Там человек прошелся где-то возле там, газетного киоска, это его личное действие. Он считает, что это не нужно там всем рассказывать. Вот элементы, которые связаны с личным уровнем человека. Я так просто специально поясняю, что речь идет о совершенно простых уровнях, которые имеет только сам человек. Тогда получается, что человек тоже может находиться в точке первичного состояния, где восприятие внешней системы касается только его одного.
а это опять первичное состояние Бога, потому что он же получается с внешней реальности, а все создано Богом, значит, он напрямую видит Бога и его действия в обычной, бытовой, ну, которая называется, например, там, бытовой жизнью, да, обычной жизнью. То есть мы пришли к тому, что элементы духовного воззрения, духовного зрения в обычной жизни позволяют человеку иметь свой тот личный статус, что он в обычной жизни понимает, что он вечен, потому что происходит какое-то действие. То есть его понимание у обычного, ну, если можно так назвать, там, обычный человек, все люди равны, я так считаю. То есть здесь получается именно его элемент восприятия, это и есть его личная вечность. То есть он это понимает на определенном уровне. Другой вопрос, любой человек это использует или не использует. Мы там, учимся тому, чтобы это применять, да? Или там, развивать, или там, увеличивать до уровня системности технологий. Но это есть у любого человека. То есть такая система знаний, именно по моему учению, она очень просто, я считаю, как-то, если вот рассмотреть в целом, очень просто передаваема на уровне там, технологий, конструкций, идей. Там, например, там, можно наклейку оптомагнитную наклеить и потом рассматривать вечное развитие этой ситуации, но дом, который под контролем, или там, человек, который себя самодиагностирует и создает себе вечную жизнь, он же это может делать постоянно от одного действия. Ну, скажем, есть понятие патента. Можно рассматривать личную мысль человека, что означает тоже как, ну, там, действие подобное какой технологии, типа патенту. Там. Патент – технология, которая там выписана. Мысль то же самое, да, если она там новая, обладает свойством новизны. Но дальше, значит, управление такое, что у каждого человека в будущем идет стыковка с известными, там, неизвестными понятиями на уровне построения событий так, что вот я взял, там, предложим, есть патент, можно наклеить наклейку, сделать так, чтобы не было там теракта и так далее, да, защитить жизнь человека, или там сделать воскрешение. Вопрос в том, что есть технологии, которые выражены там какими-то буквами там, и так далее, а есть именно реальное состояние человека, где человек в обычной жизни делает то же самое и умеет, в принципе, ну, как бы то же самое. Он же будущую жизнь себя обеспечит, значит, эти знания включены. Почему я говорю, что эти все наклейки и так далее, приборы, это только как тренинговая система, человек все равно сам будет все делать. Сам будет видеть всю реальность, сам полностью контролировать. Это основная задача духовного развития. Дух видящий, дух точно диагностирующий, точно определяющий позиции в этом мире на уровне полной свободы. То есть бесконечная жизнь, вечная жизнь как элемент технологии духовного развития человека. В данном случае так можно выразить в виде такой некой там формулы управления. И дальше, когда мы начинаем рассматривать вот в обычной бытовой жизни, опять вот такой термин, как бытовой используют, на самом деле речь идет просто о уникальной жизни каждого человека, вот, причем того, который, где бы он ни был, там не находился, вот, например, город, метро, много людей, но уникальность каждого в том и выражена, что они все вечные при их там личном состоянии, или город там небольшой, или это вообще мало какое-то село, например, да, вот обратите внимание, внутренний уровень человека как бы то больше воспринимает, да, то меньше там пространства, но восприятие от человека к человеку это уже бесконечный уровень. Вот здесь, если воспринимать именно людей, например, да, а не внешнее пространство, то везде все одинаково получается. Вот именно с точки зрения входящего потока информации, обратите внимание, это вот конкретная технология как бы тренировки духовного зрения, развития духовного зрения на бесконечность. Можно находиться там в тесном вагоне метро, например, да, можно находиться где-то там в селе, там в поле, там небольшой город, большой. Если мы рассматриваем внешнее пространство, это одно, то есть пространство прикасается человека. И человек как бы иногда находится в стесненных обстоятельствах, то есть идет как бы внешнее, ну, как бы выдавливание человека в точку его нахождения. Мы воспринимаем пространство и как бы через пространство давим на себя, получается. Вот в этой точке зрения, если посмотреть на человека, ближайшего там в метро, да, то исчезает структура пространства. Мир опять становится там бесконечным. То есть вот такой уровень. Тем самым вы делаете человека бесконечным, а дальше и одновременно, кстати, вы как бы расширяете пространство, то есть конкретный механизм. Например, понятно, что дело человека, или создав человека бесконечным, вечным,
значит, и передавая эти знания еще на уровне логики, потому что человек свободен, должен это освоить, Бог тем самым создает бесконечный мир, получается. Причем в своем личном восприятии в том числе, но уже на человеческом уровне. А если там так происходит, то понятно, что это уже гарантировано, что любой другой элемент может быть также системно развит. Ведь созданный по образу и подобию человек, когда он так воспринимает, когда он становится бесконечным, вечным, то понятно, все следственные системы, все системы как бы другого уровня, более начального, они естественно, элементарно могут быть вечными, но после того, когда уже вечный человек. И когда мы начинаем рассматривать систему развития, в данном случае я имею в виду реально вечными, существуют там какие-то элементы материи, вот поэтому, когда мы рассматриваем развитие вообще с точки зрения вечности, здесь надо понимать, что понятие реальной вечности таково, что обеспечить ее может только человек, живущий вечно, который постоянно реагирует на информацию. Значит, можно сказать, что какой-то там камень в пространстве там где-то находится во Вселенной, и он может там как бы вечное количество лет существовать, но если нет внешнего активного управления, у нас нет гарантии, что он где-то не разобьется, этот камень. Значит, задача во внешнем активном управлении. Человек именно имеет тот статус, что он, будучи, например, вечным, он обеспечивает вечность любой другой системе. Значит, получается, то есть следующая задача Бога, которую он решал фактически для себя, это задача вечного контроля за информацией путем развития личности, то есть людей, которые тоже вечны. То есть задача развития вечного человека фактически первично вызвала, скажем, начало самоорганизации Бога, получается. А структура, например, человека в этом случае, конечно, идентично тогда совпадает в бесконечности с уровнем первичного мышления, первичной задачи Бога. Значит, человек вечный – это первичная задача Бога. То, что первично он определил и для себя, и для человека, и чем вызвано существование его собственной задачи. То есть задача Бога скрыта, что ли, в личности человека. Вот мы же как раз говорили, как он вообще возьмет и себе сформулирует, да, как Бог задачу, он сам производитель всего, всей реальности. Но с точки зрения человека он как раз таки и сформулировал в каждом отдельном человеке. Тогда, естественно, понятно, что человек не может быть не вечным. Это уже как бы в корне противоречит, собственно, сущности человека, изначально божественной сущности человека. Тогда получается, что мы, зная вот именно такой уровень управления, пришли в эту, то есть обычную реальность, обычного, так скажем, если так можно в кавычках сказать, уникального реально каждого человека, который обладает просто огромным количеством возможностей, любых, причем именно с точки зрения созидательных, я считаю, любой человек обладает бесконечным количеством возможностей. Дальше, потому что, во-первых, бесконечное количество мышления просто существует. И дальше начинается уже элемент управления, который уже технологически развивает духовное зрение на уровне совершенно точных технологий в структуру любого поведения человека. То есть технологические приемы становятся совершенно точными. Совершенно точно видны все законы распределения информации, как идет оптическое или информационное взаимодействие, вот, например, среди людей, в системе управления, как происходит уровень, например, макродействия или локального действия. И мы начинаем видеть систему так же, как физическим зрением, но духовным зрением и понимая. То есть духовное зрение – это есть элемент понимания, который находится и в человеке, и находится в действии, вне человека, скажем, во внешней системе мира, но всегда находится в другом любом человеке. То есть вот здесь вот важно, что когда у человека что-то складывается успешно, то получается, что за него радуются все другие люди. Можно найти такую систему управления. Бог создал так, что вот это понятие всеобщей радости, всеобщего спасения, например, во всеобщем воскрешении есть и элемент всеобщей радости тоже. Элемент всеобщности – это есть уровень, где духовные звенья людей совпадают.
И поэтому получается, что, ну, например, там, если рассмотреть там, задачи партии там, «Друг», например, там, задача вечного развития, и не то что задача, а решение, реализация вечного развития, вечной жизни, это есть уровень объединения, ну, по целевым, да, идеологическим, например, факторам развития. С точки зрения каждого человека, он все равно вечный, он это имеет, то есть для него это вообще обычно на самом деле. Я, например, там, ну, задачи именно вечного развития вообще не рассматриваю чего-либо необычного с этой точки зрения. С точки зрения как задач Бога по отношению к человеку, например. И когда мы начинаем рассматривать здесь еще и идеологию, то есть мы взяли, в данном случае, как бы проникли в систему обычной жизни человека, рассматриваем, видим технологии, видим распределение. Видение, как это происходит, это уже построение точной реальности. Вот обратите внимание, восприятие – это уже точная гарантированная реальность. Точное восприятие – это точная гарантированная благоприятная реальность. Ничего не надо делать, получается, да? Главное только точно понять, что происходит. И это понятие, оно предопределяет норму событий именно в хорошем контексте и понимание. И вот когда вы пользуетесь таким управлением с точки зрения духовного развития, вот сейчас давайте сделаем такой элемент, я поработаю вместе с вами. Мы смотрим в управление и понимаем, что происходит, это и есть благоприятное управление, тогда получается, что мы в системе восприятия практически ничего не меняем, просто-навсего понимая все внешние процессы, мы создаем вечность, потому что действуем так, как делает Бог, Он тоже, естественно, понимает, получается, что мы работаем синхронно. Так что поработаем через понимание, где технология выражена в том, что вы начинаете воспринимать элементы связи мира, ну, как бы с точки зрения аналитики. И я поработаю вместе с вами. Желательно ставить свои задачи в виде понимания процесса тоже. Задача как понимание процесса. И чтобы вот дополнительно, так скажем, охватить еще такую реальность, когда человек, например, там, во сне, он спит, вот что тогда он, да, понимает? Отдыхает или как-то отвлечен, там, он смотрит телевизор. Значит, получается, чтобы процессы были естественны, и здесь совершать концентрированное, получается, макроуправление, ведь в момент понимания человек фактически берет решение вопросов мира, вообще говоря, на себя. А почему я говорю, вот каждый человек должен там уметь спасти весь мир, это обычная, это первичная задача. Как мы сегодня рассмотрели, все построено на структуре вечности, значит, задача макроспасения – это же задача, ну, как элемент вообще действия, то есть так в этой ситуации он просто находится. И вот эта задача понимания – это очень все-таки сильная концентрация управления. Ну, некая такая концентрация всех реальностей мира, которая выражена просто в обычном восприятии человека. То есть вот это зерно духа, да, которое находится в системе внешнего восприятия, в событиях, оно как бы держит все структуры мира на себе. Сильный дух, да, сильное зрение, сильное духовное действие. И получается, что мы таким образом, усиливая, то есть технологически совершенствуя дух до уровня решения там, любых ситуаций, как раз таки приходим к тому, что на духовном уровне мы всегда понимаем, что мы преодолеем любую ситуацию, в любом случае негативную. Потому что зерно духа во внешней системе сканирует как бы информацию будущего. Дополнительно это есть построение значит, будущего, да, как я сказал, там много работы производится. И практически мгновенный сигнал человек понимает во внутреннюю структуру духа. То есть если мы вот эту нить не теряем, или хотя бы рассматриваем каких-то там сложных, там, критических, там, для, например, там, других людей ситуации, когда там надо спасти, лучше, чтобы надо входить в точку, чтобы этого не было, да, чтобы человек даже не столкнулся с этим каким-то уровнем проблемы, или там для себя рассматриваем какую-то позицию мгновенного смещения событий, то вот эта вот точка такая, что она позволяет работать совершенно четко в пространстве управления, это вот духовная именно линия зрения, и позволяет строить события так, что учитывает, например, там, детали построения, там, личные какие-то уровни, рассматривать, почему то или иное событие когда-либо происходило, то есть рассматривать детали
с точки зрения того, что вот сейчас, например, там, какая-то ситуация, она так становится, что мы видим там постоянное улучшение, да, все больше людей занимается технологией вечного развития, вы можете у себя там постоянно получать уровень улучшений и так далее. Но вообще в вечном развитии с каждым разом должно становиться все лучше. Вот здесь есть вот такая позиционная система управления. Этим надо, по крайней мере, заниматься человеку. И вот здесь возникает вопрос детализации. Почему в какое-то время происходили негативные события? В чем причина? У вас, когда уже больше сил, ну как назовем сил, на самом деле, там, технологий, да, знаний, значит, нужно то, что происходило там, тоже снять. То есть ввести в норму, да? То есть вы, получается, перелагаете все время в свое будущее задачи, которые нужно решить было в прошлом, так как вы это видели. Если вы получили какие-то там, ну, последствия от действий негативные, их надо снивелировать, выровнять ваши действия до нормы в том времени. Ведь Бог изначально создал человека вечно живущим, не травмированным и так далее, там, счастливым. Да? Например, получается, исходя из этого, мы как бы, ну, вынуждены, если такое слово можно применить, коли уж мы соблюдаем технологию, все это довести до такого же уровня. Значит, мы периодически имеем в будущем какие-то захлесты как бы из прошлого. Ну, вот это понятие, опять, которое существует там в теориях кармы, что вот выбрасывается какая-то ситуация, мы должны ее там преодолевать, предположим, да? Может быть, в меньшей мере она там выводится в управление будущим. И вот чтобы в конструкции будущих событий прошлые, например, негативные там какие-то ситуации, не может быть не то, что негативные, может быть, это ситуация познания, там, не обязательно они негативные. Возможно, негативизма и не было у человека. Но он захочет как бы что-то пересмотреть, обращение к прошлому. С точки зрения духовного зрения это специальная технология. Дух видящий, дух там, зреющий – это будущие события. Вот обратите внимание, что дух в большей степени воспринимает структуру там, бурного развития будущих событий. Вот именно такого интенсивного развития, причем благоприятного. И вот если мы начинаем духовное воззрение направлять в структуру там, прошлого, то это воспоминания, память, там, например, да, предложим, там вводятся какие-то понятия, которые говорят о том, что мы должны тогда специальным образом, ну, как бы сориентировать, как бы отослать, да, в эту структуру. Вот происходит именно отсыл духовного, как бы, можно так выразиться, посыла даже. То есть духовный посыл есть, мы взяли его, отослали, переслали там структуру прошлого. И он оттуда возвращается как бы обновленным, да, с новыми знаниями от одного и того же события. Но значит, он где-то в прошлом почерпнул структуру будущего. То есть мы начинаем видеть структуру распределения духовного уровня управления, ну, скажем, эмоциональный уровень, если так можно, я думаю, выразиться, духа вашего. То есть будет дух как составляющая личности, причем так, что можно видеть структуру его состояния, ну, например, там, подобие тому, что относится к эмоциональному состоянию человека. Но дух и носитель эмоций, например, мы можем сказать про физическое тело конкретно, там, про органы, про движение, также можно сказать и про дух, ну и про душу, про любую другую реальность. И получается, что мы, работая духовным зрением и в прошлое, да, и в будущее, а в будущее в основном идет именно свечение этого духовного зрения, ну, некий такой уровень действия, мы видим, что физическое тело фактически находится в уровне, ну, так скажем, достаточно, в общем-то, можно так выразиться, как комфортном уровне действия, то есть, чтобы действие было комфортным, бесконечным, не утомляющим человека, нужным человеку, чтобы был элемент нужности человеку своего действия. Ну, кроме там каких-то необходимых действий, человек все равно, например, может анализировать, насколько нужно было его личное действие, не потому, что оно нужно в деле даже, а вот ему лично, его душе, там, его личности. И вот чтобы была гармонизация любого действия, а это все-таки технология вечного развития, от того, что человек там переживает, думает, что вот что-то не нужно, что-то неправильно, возникает вот все-таки некие диспропорции, дисбалансы и неустойчивость управления, да, неустойчивость, может быть, там, в следующих здесь вот элемент выработки абсолютно устойчив, как у Бога, у него все устойчиво, но он же тоже там сопереживает, он
может также мыслить, переживать и воспринимать, как там любой, да, другой человек. Получается, что если мы рассматриваем вот эту вот концепцию именно так, что в самом действии мы должны четко выражать именно то, что через духовный аспект мы должны иметь, в принципе, просто обычную личность человека. И такую, чтобы, причем на таком уровне, который понятен абсолютно всем. Вот этот уровень должен быть такой восприятие. То есть уровень действия духа обеспечивает структуру действия личности по аналогии с тем, что он обеспечивает действие такое, как делает Бог. В обычной ситуации Бог также делает, как любой другой человек. И вот это вот отсутствие отличия – это система передачи вообще вечных знаний даже из идеи, просто из идеи. Например, там человек поставил и задачу, как идеологическую, просто идеологическую задачу вечного развития. И вот это именно идеологическая задача, он ее просто помнит, да, например, или там когда-то ее ставил и решал, там, например, применял мою технологию. А дальше в обычной ситуации эта идея может быть быстро передана всем людям, в том именно случае максимально быстро, хотя она, в общем-то, всегда будет передаваться всем людям от такого человека, но вот именно когда он понимает, что обычное состояние людей – это, вообще говоря, совершенно уникальное такое же состояние, как, ну, как бы отнесем к неким там необычным, неким там каким-то просветленным состояниям. И вот в этом уровне, когда он так видит людей, что там, ну, скажем, можно так воспринять, что это некие такие напряженные струны реальности, да, интенсивно, высокодуховно, яркая реальность. Каждый человек, он яркая личность, он уникальный. И, кстати, вот по элементам управления, когда речь идет, например, о воскрешении человека или всех людей, именно уровень яркости личности, что каждая личность обладает там такой вот собственной, такой уникальной там макрояркостью на весь мир, так скажем. Вот это дает возможность видеть, что там, например, там уровень всеобщего воскрешения, тем не менее, выделяет каждую личность отдельно в этом таком одновременном как бы действии. И тогда понятно, что кто-либо из этих уровней может приходить пораньше, да? Кто-то воскрешается пораньше, тем не менее, это процесс всеобщего воскрешения. Как признак процесса всеобщего воскрешения, именно воскрешения. И получается, что если мы начинаем действовать таким образом, то даже там, те, кто воскрес в разное время, или какие-то позитивные действия людей, которые были сделаны в разное время, фактор воскрешения, как уровень позитивизма, например, да? Значит, они объединяются в структуре такого яркого выраженного действия, то мы видим, что это происходит там, где находится Бог. Как бы фактически это есть Божье дело, Божья работа. То есть Бог это сделал. И вот совпадение наше, то есть, ну, просто когда человек, да, делает, совпадение нашей работы, например, там, каждого члена партии друг по задаче. Там, не члена партии, но который хочет жить вечно. Как бы совпадение, значит, вот этих всех элементов. Если это члены партии, просто у него там быстрее получается, а технология все время одна и та же, и это как бы как, ну, типа как, получается как политзанятие, что ли, которое человек обязан там рутинно изучать, он поэтому быстро взял, научился, стал там вечно живущим, стал уметь там воскрешать и так далее. Когда мы начинаем говорить об отдельных личностях, то все равно такие знания есть у этих людей, и умение сделать так, чтобы их действие было тоже божественным, вот в мышлении, да, так передавать, уметь информацию, то есть способ передачи информации. А это опять-таки духовное зрение как средство передачи информации. Тогда мы получаем, что вот эта вот интегрированная величина, фактически, это есть Божье дело, то есть это сделал сам Бог. И вот когда мы к этому приходим, что любое созидательное, там, обычное, нормальное состояние человека – это есть действие самого Бога, то понимание наступает уже всеобщее, как бы по каждому локальному действию. С одной стороны, полная независимость личности, потому что это сделал человек на уровне управления, совпадение с действием Бога. То есть Бог всегда учит, и любое действие человека всегда свободно. Вот эта вот интеграция, она
приводит к пониманию, к точному пониманию процесса. И как только мы это точное понимание фиксируем, мы видим, что при любой форме мышления, при любом уровне информации, да, значит, всегда человек может найти себе решение, ресурс именно для бесконечного вечного развития, там, как самого себя, но часто в первую очередь там, он думает о других, значит, то есть, а здесь получается, что первоочередное, как бы, что ли, действие, направленное к другим, как я показал по задаче Бога, именно сначала поставив задачу перед другими, дав уникальность личности человека, он сделал самого создания, Бог. Получается, что исходя из этого, значит, действие для других, именно всеобщее действие, да, понятие всеобщей вечной жизни, это элемент технологический, который относится именно к духовному зрению, именно такому, которое преобразует мир в структуру именно вечного развития, где жизнь вечная и все процессы созидательные абсолютно восстановимы. То есть это и всеобщее, и в общем-то, изначально часто бывает именно единичный уровень воскрешения. Это восстановление всех элементов созидательных в обществе как таковом. Все созидательные идеи начинают реализовываться. Это еще и уровень полной свободы личности по их реализации во всеобщем, как бы, мировом развитии всей истории человечества. И получается, что тогда мы видим все макросознательные идеи Бога, которые прошли через каждую отдельную личность, а так как уровень равенства существует, то они уравниваются, эти системы. То есть идеи, которые приводили там, к системе вечного развития, они становятся такими, что любая другая идея любого другого человека, она имеет такой же статус. И вот такое вот соединение идей на уровне там, божественного мышления, на уровне движения по задаче Бога дает спокойное, там, скажем, планомерное, совершенно там, обеспеченное, так скажем, гарантиями обычной там, жизни человека, именно вот, вечное развитие человека. То есть в системе обычного мира, то есть не ощущая каких-то там, что ли, специальных ощущений, там, просто ведя обычную жизнь, человек является вечным. Для этого ему нужно, да, периодически вот это вот духовное зрение проявлять. Причем, я говорю, даже достаточно часто периодического проявления, в каких-то специальных моментах. Бог ведь не зря создает какие-то элементы, ну, кроме там отрицательных, конечно, или резко отрицательных, Бог все-таки изначально не создает то, чтобы ущемляло там интерес человека. Здесь вот больше именно задача человека. Но вот именно проявляя именно такое вот зрение, я считаю, можно добиться уже как бы такой динамической уверенности, что человек имеет вечное развитие. Уже можно добиться того, чтобы человек, имея такое состояние духа, знал и понимал, что он совершенно, в общем-то, в таком состоянии он вечный, он обладает всеми технологиями для полного восстановления любой материи, там, не только себя или другого, там, близкого, вообще всех. И вот тогда мы имеем уже основанное на свободе личности, значит, вот это вот именно вечное развитие человека. Причем в таком совершенно обычном понимании этого мира. То есть технологически там 2-3 импульса в день по пониманию, или там в месяц, или там в 10 лет, у кого как, да, именно таких по вечному развитию. И все. И гарантированно там вечное развитие не только человека, но и всем людям. Вот здесь вот важно уметь видеть, что эта технология, она выглядит как технология, которая неотъемлемо связана с обычным состоянием человека. Нам нужны гарантии, что в обычном состоянии, то есть в любом состоянии человек вечен. И переводя, уже как бы, да, расширяя эту технологию на любое состояние и как бы доводя объяснение, что это так, мы имеем уже тогда то, что человек действительно преодолевает любую ситуацию, и действительно он вечен, потому что он, во-первых, лучше, конечно, не допускать какой-то там проблемы, но он в этом убежден, потому что он четко столкнулся с тем, что он преодолевал. Он имеет опыт, и он знает, что он преодолеет. Вот это и есть основная характеристика, вообще говоря, вечного развития, когда не стоит задача там
каких-то проверок все равно никаких не будет. Но человек может там, миллиард лет, как я уже там неоднократно говорил, прожить, а что дальше? Да? Вот именно нам нужна уверенность, что человек в обычной ситуации гарантирует вечную жизнь себе и другим, и вечное развитие. И вот это, я считаю, как система очень, причем таких однозначных гарантий, что при развитии духовного зрения структуры там, внешней, так скажем, внутренней системы управления, внутренней реальности даже, мы такие гарантии имеем. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.